Междуморье. Польская империя от моря до моря. Период расцвета Речи Посполитой был недолгим, однако успел породить историческую концепцию, которая вполне может называться Польской империей. Раздел этого царства между соседями после их сговора обрушил такие планы поляков. Однако реалии 21 века вновь возродили их надежды на имперское будущее. До того, как Российская империя овладела Варшавой, границы польско-литовского государства на максимуме могущества доходили от Балтийского до Черного моря и включали в себя народы современных стран Балтии. Украины и Беларуси, запада России, части Балкан и Карпат. Чрезвычайно выгодно расположенная, имеющая два морских выхода, густонаселенная и плодородная страна, могла бы стать гегемоном всей Европы. Сразу после Первой мировой войны тогдашний глава Польши Юзеф Пилсудский выдвинул проект Междуморья, конфедеративного государства, которое включало бы в себя Польшу, Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Молдову, Чехословакию, Венгрию, Румынию, тогдашнюю Югославию и даже, возможно, Финляндию. Название следовало из расположения нового образования между Балтийским, Черным и Адриатическим морями. Пилсудский, опасаясь усиления Германии и СССР, предлагал в начале 20 века возродить такую империю на базе добровольной конфедерации стран, но проект был нежизнеспособен. Известные отношения поляков-католиков и православных славян, а также литовцев, мягко говоря, сложные, не вызывали энтузиазма у других народов, а также и у части поляков, которым более импонировала идея чисто польского государства. Все же Польше удалось военным путем занять Западную Украину и Западную Белоруссию, а также часть Литвы. Рижский договор, подписанный в марте 1921 года, положил конец войне между большевистской Россией и Польшей, и тем сам перечеркнул реализацию концепции Междуморья. Проект распался, а все страны-участники стали добычей СССР или Третьего рейха. В конце 40-х годов 20 века идея союза земель, лежащих между Балтийским, Черным, Эгейским и Адриатическим морями, была возрождена правительством Польши в изгнании под руководством Владислава Сикорского. Первым этапом ее реализации стали переговоры между греческим, югославским, чехословацким и польским правительством в изгнании, которые прошли в 1942 году. Они предполагали создание Польско-Чехословацкой конфедерации и Греко-Югославской конфедерации. Эти действия и идеи были негативно восприняты как СССР, так и союзниками. Новое тысячелетие дало мощный толчок вперед этой идее. Польша стала одной из наиболее экономически стабильных стран Европы, у нее постоянно растет ВВП и производство, растет население. Польские политики существенно влияют на Евросоюз своей консервативной и жесткой моделью. Отток граждан Белоруссии и Украины на заработки в Польшу еще более укреплял связи народов с безусловным доминированием польского. Военная же операция России в Украине самым бездарным образом оттолкнула 40 миллионов украинцев от идеи какого-либо взаимодействия с русскими вообще, а вот приютившие их поляки очень скоро получат свою геополитическую выгоду. Поэтому проект Междуморья еще вполне может появиться на карте мира. Если Польша и Украина смогут объединиться политически и экономически, создав также и военный союз, они станут экономикой и государственностью в один ряд с такими странами, как Германия, Британия и Франция, обогнав дряхлую Россию и вступив в конфронтацию с другим сильным геополитическим новым игроком Турцией. По численности населения, его среднему возрасту, а также ВВП, новый союз будет существенно сильнее России, а также большинства старых лидеров Европы. Если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.